Трусова готовится выиграть этап Гран-при в США, а не лучше ли ей вообще сняться с турнира? Александра Трусова настолько сильна, что остается фаворитом этапа Гран-при в США даже с травмой ноги. Но стоит ли русской ракете вообще выходить на старт не самого ключевого турнира в далеком от оптимального состояния? Тем более даже без Трусовой в Лас-Вегасе будет кому заставить американцев включить российский гимн. Так может лучше Саше не рисковать и поберечься? Или в команде Тутберидзе так не принято? Первый же этап Гран-при может завершиться российским пьедесталом. В фигурном катании начинается большой сезон. С 22 по 24 октября в Лас-Вегасе пройдет первый этап серии Гран-при Skate America. Российские фигуристы претендуют на награды во всех дисциплинах, но шансы на полный пьедестал есть только у девушек. Причем накануне только борьба за финал серии и призовые. Из-за колоссальной конкуренции внутри России каждый турнир для наших фигуристок – часть отбора на Олимпиаду. На старте сезона фигуристки разбаловали нас российскими пьедесталами на соревнованиях. Шанс захватить первые 3 места есть и сейчас. В США Россию представят Александра Трусова, Дарья Усачева и Ксения Синицына. Среди соперниц есть довольно громкие имена и качественные спортсменки. Отличиться на отдельно взятом старте по силам японкам Каори Сакамото и Сатока Миохаре, а также кореянкам Ким Елин и Ян Кью. Правда, речь скорее о борьбе за 2-3 место, да и то при близком к идеальному выступлении. Трусова приехала на Гран-при с травмой. Первое место на Skate America единогласно и безоговорочно отдавалось Александре Трусовой. Казалось, Саша может проиграть только самой себе. Однако уже по приезду в США стало известно, что у русской ракеты есть повреждение ноги. Даже с травмой Трусова пыталась напрыгивать четверные на тренировке, но от оптимального состояния она пока далека. В подобной ситуации ждать от русской ракеты феноменального контента из тройного акселя в короткой программе и 5 четверных в произвольной не приходится. Конечно, я сейчас не в той форме, чтобы выступать на максимуме, как я привыкла. Но несмотря на это, все равно хочу показать все, что у меня получится. Надеюсь, что этого будет достаточно для победы, говорит Трусова. Впрочем, даже с облегченным контентом Трусова явный фаворит этапа. Но гораздо важнее другое. А стоит ли вообще рисковать и выходить на лед с травмой? Почему не выждать время и не поберечь себя на самом старте важнейшего сезона? Кому и зачем нужен риск усугубить травму и получить на больную ногу нагрузку, которая легко может аукнуться в самый ответственный момент? Конечно, сама Саша, хотя и стала более вдумчивой, по-прежнему остается максималисткой в крайней степени. А вот поведение ее тренеров в данной ситуации вызывает вопросы. И так как команда Тутберидзе сторонится общения с прессой, ответы мы, вероятно, так и не узнаем. Пока же все говорит в пользу того, что лучше бы Трусовой сняться с турнира в США. Иностранцы встревожены тренировкой Трусовой на Skate America. Похоже, Саше некомфортно кататься здесь. Короткая программа у девушек стартует в субботу, 24 октября, в 1 час 20 минут по московскому времени. Ксения Синицына выйдет на лед первой, Дарья Усачева – третьей, а Александра Трусова закроет короткую программу, выйдя на лед под 12 номером. Произвольная программа запланирована на этот же день на 23 часа 04 минуты по московскому времени. В сети появилось видео с участием Александры Трусовой на тренировке. Многие иностранные поклонники поделились своим мнением на англоязычном форуме Reddit. Они обеспокоены неуверенностью российской фигуристкой во время тренировки. По всей видимости, Саша не очень комфортно чувствует себя здесь и не может полностью погрузиться в прыжки. Не знаю, возможно, Саша пока специально не делает все элементы полностью. Я думаю, что это нервы и смена часовых поясов, а также другие фигуристы, которые не знакомы с площадками для исполнения четверных прыжков. Мне страшно. Был инсайдер, который сказал, что у Саши, возможно, травма. Безусловно, это может быть плохой новостью, но, возможно, Саша просто некомфортно себя чувствует в окружении других фигуристов.
Пару раз спортсменки вставали у нее на пути, тяжело сосредоточиться на выполнении элементов, когда люди находятся совсем рядом с тобой. Совершенно точно у Саши было 2 прыжковых подхода, но в итоге она не смогла ничего исполнить из-за людей на пути. Нервы у всех на пределе. Поэтому для ее прыжков требуется целый каток, чтобы нормально подготовиться. Есть ощущение, что Саша каталась и исполняла прыжки слишком близко к бортам. Возможно, отличаются размеры катка, и здесь он меньше, чем те, где она раньше исполняла свои программы. Я думаю, что размеры катка имеют значение. Это проявлялось на Skate America в прошлый раз. Это каток сделан по размерам НХЛ, а Саша привыкла кататься на площадках большего размера. Действительно, катки бывают 2 размеров. Площадка для НХЛ гораздо меньше, чем олимпийская. Поэтому наверняка Саше не хватает места. У меня было такое же впечатление в Будапеште. Казалось, что Ане и Майе было тесновато. Меня все это беспокоит, поскольку Саша разрывала публику с этой программой во время контрольных прокатов. Но я научился не придавать значения ее тренировочным прокатам. Желаю ей всего самого наилучшего в предстоящем соревновании. Thank you.